Для сообщества разработчиков Мина июль был месяцем продуктивной работы. Команда опубликовала в своем официальном сайте перечень обновлений, которые затронули как сам протокол, так и некоторые элементы его экосистемы. Разработчики сообщили, что часть опубликованной информации представляет собой прогнозы, которые сделаны на основании сведений, полученных в результате наблюдений и исследований. Они также заявили, что Mina Foundation не несет ответственности за действия партнеров и опубликованные ими обновления. Руководство проекта ChainSafe рассказало, в данный момент команда работает над тем, чтобы сделать сеть более отказоустойчивой за счет повторной реализации Mina в Rust в качестве веб-узла. Особое внимание в прошлом месяце было уделено производительности и качеству кода. После хардфорка было интегрировано несколько обновлений, были внесены изменения в вышестоящие зависимости, а также несколько рефакторингов, направленных на повышение производительности. Был реализован инструмент, благодаря которому возможно считывание самых новых блоков в сети Mina. Состоялась успешная реализация чтения книги Генезиса и сведений об учетных записях в узле Mina. В кодовую базу Mina RS были внесены изменения недавнего хардфорка. Разработчики сообщили, что с радостью выслушают любые предложения и пожелания пользователей, желающих помочь развитию проекта. Основная миссия фонда – поддерживать Mina и распределять ресурсы для поддержания работоспособности сети и ее безопасности. Его основатели заявили, что хотели бы делиться с пользователями новостями, чтобы они лучше понимали, как работает фонд. В работе над продуктом можно отметить следующие достижения. Была реализована первая фаза проекта, позволяющая производителю блоков отправлять транзакцию голосования в меморандуме, вычислять и публиковать результаты через API. Был разработан запрос для получения результатов голосования из архивного узла. Усилиями разработчиков был развернут бэкэнд для подключения к узлу архива. Был усовершенствован внешний интерфейс для отображения внутренних результатов. Следующим этапом разработки должно стать обеспечение конкретного подсчета голосов на основе доли. Разработчики также планируют предоставить сообществу API-интерфейс, чтобы осуществить выпуск в уже следующем обновлении тестовой сети. Разработчики Mina сообщили радостную новость. Их команда будет присутствовать на ATH Мексико-Сити с 19 по 21 августа. У проекта будет свой стенд, на котором разместят информацию о разработчиках и проектах, которыми они заняты в данный момент. Также продолжается глобальный тур ZK Apps Developer Meetup, в рамках которого команда разработчиков уже посетила Париж, Будапешт, Берлин, Стамбул и Тель-Авив. За 2 месяца ее участники встретили более 200 разработчиков, каждый из которых поделился с ними уникальным опытом работы с ZK Apps. Команда также анонсировала предстоящие встречи в Лондоне, Нью-Йорке и Мехико. Фонд Mina с большим трепетом относится ко всем участникам сообщества, которые вносят вклад в развитие экосистемы, поэтому старается поощрять их активность, выдавая гранты для самых талантливых и активных разработчиков. В данный момент от пользователей, претендующие на грант фонда, ждут анкеты, рассказывающие об их работе. Важно отметить, пользователи могут не только презентовать собственные наработки, но и отметить вклад других членов сообщества, если он кажется им значимым. Разработчики рассказали, что недавно приступили к новому этапу аудита – аудиту доказательной системы. Последним этапом станет аудит EVM, а по его окончании можно будет точно сказать, когда именно проект запустят в производство. Разработчики также в поиске способа, который помог бы им снизить стоимость проверки. Они отметили, что одним из наиболее важных событий месяца можно назвать введение поддержки IR на основе системы Kimchi Proof от Mina для структуры определения цепей протокола.
Одно из приоритетных направлений работы в данный момент – это повышение стабильности узла. Разработчики стараются сделать бета-версию более стабильной, а также пристально следят за тестовой сетью Berkeley. Она была создана с целью выявления актуальных проблем и их устранения. Принять участие в тестировании в данный момент может каждый желающий. Для этого нужно присоединиться к сообществу DevNet в Discord. В данный момент O1 Labs работает над реализацией ключевых функций протокола zk-up, среди которых поддержка токенов, событий zk-up и событий последовательности, а также возможность вызывать одно zk-up при помощи другого. Важно отметить, что производительность zk-up стала на 100-200% выше по сравнению с изначальными показателями, если говорить о нерекурсивных вариантах использования. В данный момент участникам теста доступны предварительные условия, а в дальнейшем они смогут протестировать рекурсию и события. Разработчики сообщат, когда обновления станут доступны широкому кругу пользователей. Команда также рассказала о новом инженере, который будет работать над ZK Oracles. В данный момент идет активная работа над дизайном интерфейса, и он в ближайшем будущем станет доступен для пользователей. Цель разработки ONTAP – это создание протокола для отслеживания времени безотказной работы для программы делегирования Mina Foundation. В прошедшем месяце была выпущена новая тестовая версия этого средства отслеживания, и разработчики внесли несколько существенных исправлений. Разработчики просят пользователей принять участие в ее испытаниях и поделиться впечатлениями. Это поможет им усовершенствовать свой продукт. Один из участников сообщества создал бота для мессенджера Telegram, который создан специально для мониторинга новостей о блокчейне Mina. Это многофункциональный бот, который поможет пользователям вовремя узнавать обо всех обновлениях и важных мероприятиях. Еще один участник сообщества работает в данный момент над ZK Rollup. Его разработка призвана помочь повысить производительность, сохранив при этом безопасность и конфиденциальность Mina. Сделать это возможно благодаря использованию так называемого накопительного пакета. При этом для конечного пользователя не будет никакой разницы, он сможет пользоваться преимуществами легкого блокчейна, но при этом все необходимые операции будут выполняться быстрее. Разработчик сообщил, что в данный момент его проект находится на стадии очень раннего тестирования, и он только думает над совершенствованием интерфейса. Участник сообщества с ником Carol4597 организовал встречу разработчиков и семинар в Лондоне. Он заявил, что считает своей целью повсеместное внедрение технологии ZK. Чтобы постепенно двигаться к ней, он сконцентрировался на двух видах деятельности – создании уникальных приложений ZK-App и просвещении участников криптосообщества, которые пока мало знают о перспективности технологии. Участник сообщества Carol4597 отметил, что подобных встреч проводится довольно мало, несмотря на то, что они приносят большую пользу. Хочется верить, что у него получится провести интересную встречу, которая привлечет внимание более широкого круга пользователей. На этом новости Mina подошли к концу, но следующий месяц обещает быть не менее насыщенным интересными мероприятиями и обновлениями. Так что подписывайтесь на канал CryptoDead и не забывайте включать все уведомления.